Всем доброго времени суток. Меня зовут Надежда, я приветствую вас у себя на канале. Сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такие вот следочки, простые, обычные, с ними справится даже начинающая рукодельница, которая умеет только вязать, например, лицевые и изнаночные петли. Для опытных мастериц данная моделька будет подсказкой. Следки связаны базовым методом. На основе их вы можете связать, овладев этой техникой, сможете связать абсолютно любую модель, добавив сюда рисунок, стразы и то, что вам, в принципе, нравится. И если вам интересно, как они связаны, оставайтесь со мной, а я покажу сам принцип вязания данных следков. Для самого вязания данного вида следков мне понадобится пряжа основного цвета, пряжа для обвязки контрастного. Можно также воспользоваться для обвязки пряжей основного цвета. Здесь уже по вашему желанию. Мне понадобится 2 комплекта спиц. У меня это спицы номер 2. Одни круговые 40 сантиметров и одни чулочные в комплекте 5 штук. Также игла для заправки хвостиков и закрытия мыска, либо же крючок, если вы заправляете кончики крючком, и ножницы для обрезки нитей. И в начале вязания я на спицы самым обычным способом набрала 54 петли. Откуда мы берем количество петель? Давайте посмотрим. Вы видите на манекене вот этот край, да, обработки зеленым цветом. Он же, по нему же, если считать объем моей ноги, манекена в данном случае, у меня здесь 24 сантиметра. Плотность моего вязания в данном случае на данной пряже и данным номером спиц составляет на 10 сантиметров 25 петель. То есть у меня в одном сантиметре 2,5 петли. И если мы умножим 2,5 петли на 24 сантиметра, мы получим 60 петель. Но поскольку у нас здесь пятка платочной вязкой, все мы знаем, что платочная вязка имеет свойство хорошо растягиваться, поэтому при любом вязании платочной вязкой я убираю 10 сантиметров, 10% точнее, из общего числа петель. Если убрать 10% из 60, мы получим как раз таки 54 петли, которые я набрала самым обычным способом, методом длинный хвост. И теперь нам нужно провязать вот эту высоту нашей пятки. В моем случае до убавлений это составляет 7 сантиметров. Намеренно говорю в сантиметрах, чтобы вы по вашей плотности вязания уже ориентировались именно на эту цифру. Потому что, повторюсь, как пряжа, так и спицы у нас с вами могут быть абсолютно разными. И количество рядов в этих сантиметрах, соответственно, тоже. Если вам нравится моя высота, устраивает в данном случае, то вяжем 7 сантиметров просто платочной вязкой. В платочной вязке вяжутся все ряды лицевыми петлями, как изнаночные ряды, так и лицевые ряды. Кромочную мы снимаем, вяжем лицевыми петельками, все последние кромочные в рядах провязываем изнаночными. И так вяжем лицевыми петлями 7 сантиметров. Я провязала за кадром 7 сантиметров нужных мне для высоты, данной высоты моего следка, пятки, именно высоты пятки. Теперь нам нужно формировать саму вот эту пяточку, бабушкину пятку, как ее еще называют, квадратной, да. У меня сейчас на спице 54 петли, да. Обычно я делю количество петель на 3. В моем случае это получается по 18 петель. Вязать пяточку буду следующим образом. Первые 18 петель мы провязываем, как вязали, лицевыми петлями, то есть платочной вязкой, включая кромочную петлю, которую мы снимаем. Провязываем вместе с кромочной 18 петель.
18 провязали. Это у нас получается одна сторона нашей пятки, да? И теперь нам нужно выделить 18 петель середины. Дальше. Здесь мы 2 вместе не провязываем. Дальше вяжем, опять же таки, 18 петель нам нужно провязать, но мы вяжем 17, не довязывая одну петлю. Вяжем 17 петель платочной нашей вязкой лицевыми петлями. Вот, 17 петель я провязала, теперь 18 петлю нашей серединки, да, последнюю, мы провязываем вместе с первой петлей боковой части пятки, 2 петли вместе делаем, провязываем одной лицевой петлей. Провязали. Разворачиваем теперь вязание на изнаночную сторону. И теперь будем вязать изнаночный ряд нашей пятки вот этой стороны. Так, теперь вот эту последнюю 18 петлю мы здесь будем снимать ее как кромочную. Первую петельку сняли. И дальше вяжем лицевыми петлями, опять же таки, 17 петель, не довязывая одну петлю вместе с первой снятой. 1, 2, 17 провязали лицевыми. Теперь в изнаночном ряду нам нужно, опять же таки, последнюю 18 петлю середины пятки нам нужно провязать 2 вместе с первой петлей боковой стороны. В изнаночном ряду мы ее провяжем 2 вместе изнаночной петлей одной. 2 петли вместе, одной изнаночной. Провязали. Разворачиваем на лицевую сторону. И вот здесь у меня уже вот вырисовывается серединка. Вот она петелька, которую мы провязывали 2 вместе лицевыми. И так мы будем уже вязать до конца, пока у нас не останется на спице 18 средних петель. Вязать мы будем, убавляя в лицевом ряду, делая 2 вместе, провязывая петли лицевыми, последнюю петлю середины с боковой, с первой боковой, да, петлей, лицевой петелькой провязываем. В изнаночном ряду последнюю петлю середины пятки провязываем с первой петлей боковой части изнаночной петлей. И так вяжем до того момента, пока у нас на спице не останется 18 средних петель. Я довязала уже пяточку, и у меня получается на спицах сейчас в данный момент 18 петель. И закончила я изнаночным рядом, и у меня основная моя нить находится сейчас вот здесь. И нам сейчас с вами нужно замыкать спицы в круг, чтобы вязать, продолжать основное полотно нашего слитка, которое мы уже с вами будем вязать лицевой гладью. И добраться, соответственно, на петельки по бокам. Как мы это с вами будем делать, сейчас я вам подробно покажу. И распределим петли уже на чулочные спицы, чтобы было вот здесь удобнее. Я распределю, потому что мне удобнее так. Если вам удобно вязать на круговых спицах, тогда вы поделите вот это вот полотно на 2 части условные. Можно повесить маркер, если вы будете продолжать вязать на круговых спицах, чтобы при этом, поделив петли пополам, что для чего? Чтобы потом удобнее было вывязывать мысок. Да? Надеюсь, понимаете, о чем я говорю. Но мне удобнее вязать основную вот эту часть на чулочных спицах. И если вам удобнее это вязать так же, то сейчас я покажу, как добирать петельки, как распределять спицы. Петли на спицах, да? Если вот здесь у нас было закрыто 18 петель,
то добирать в данном случае я буду 17. Для чего? Потому что 54 петли у нас делится таким образом, что у нас получается, у меня получится, да, на петлях не совсем четное число, да. Мне нужно получить круглое число, чтобы на каждой из 4 петель получилось их одинаково. А если я оставлю 54 петли, то у меня на 2 спицах получится 13 петель, на 2 14. Я для этого именно убираю одну петлю с боковых сторон, чтобы у меня получилось на 4 спицах по 13 петель. Давайте теперь приступим к вязанию, самому к набору петель и к распределению петель на 4 спицы. Мы сейчас провязываем вот эти 18 петель, опять же таки, лицевыми петлями полностью. Последнюю здесь петельку, оставшуюся 18-ю, мы ее тоже провязываем лицевой петлей за переднюю. Как я вязала за передние стенки лицевые петли ряда, также ее провязываю за переднюю стенку. И здесь уже на боковой стороне я буду поднимать 17 петель. Поднимать буду таким образом, поднимая петельки за две дужки, за обе дужки нашей стороны. Вот так это выглядит, надеюсь, вам видно. И продеваем, достаем петлю из боковой стороны. И так набираем все 17 петель. Вот, с одной стороны 17 петель я добрала, выглядит это вот так. И теперь одновременно замыкая изделие наше в круг, вот в данном месте, да, добираем параллельно по параллельной стороне таким же образом 17 петелек. Вот здесь в край, где у меня торчит хвостик, рядом я вставляю иглу, ну, спицу точнее, да, продеваю первую петельку. Вот так. И здесь максимально ее лучше потуже сразу подтянуть, чтобы у вас не было такого прореза, да, визуального такого получения, как будто бы у вас здесь петля отсутствует. Бывает такое при слабом натяжении. Вот, подтянули максимально, ну, до такого момента, чтобы петлю можно было провязать. Здесь уже контролируйте, регулируйте. Первую петлю мы с вами подняли. И так поднимаем остальные 16 петель еще. Вот, я петли с двух сторон добрала и, соответственно, замкнула в круг. Вот такая вот у меня конструкция получается на данный момент. Я повторюсь, если вам удобно вязать дальше основное полотно круговыми спицами, то вы можете визуально, либо при помощи маркеров разделить их пополам, повесить их с двух сторон и продолжать вязать уже круговыми петлями, да, круговыми рядами точнее. Но я сейчас перейду на спицы чулочные. У меня опять же таки это такой же номер 2. И покажу вам распределение на данном этапе на 4 спицы. Мне нужно, чтобы у меня была середина здесь, да. Получается, мне надо до середины, чтобы именно петли одинаково смотрелись, чтобы вот этот мысок закрывался вровень. Мне с вот этой спицы нужно будет еще добавить сюда, на вот эту спицу, 3 петли. Но поскольку у меня здесь петли провязаны, да, здесь вот мы с вами можем сделать такой фокус, распустить эти 3 петли, перенести, да, сюда на вот эту спицу, на левую, и провязать их заново. Но я поступлю по-другому. Сейчас я на одну спицу сейчас провяжу 10 петель, да, на чулочную. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Провязываем 10 петель. Дальше мы уже вяжем, вот при переходе на чулочные спицы, вяжем лицевой гладью, все лицевые петли лицевыми петлями. Провязываем 10 петель. Провязали. Дальше берем вторую
чулочную спицу и провязываем на нее, на вторую спицу, 13 петель. Провязали. Дальше у нас идет в работу третья чулочная спица, и на нее мы также провязываем 13 петель. Провязали. И на четвертую чулочную спицу мы провязываем опять же таки 13 петель. Провязали четвертую чулочную спицу. И вот этот момент, о котором я вам говорила. 10 петель на первую спицу, где я провязывала на основном полотне. И вот здесь вот 3 петли у меня осталось еще на круговой спице. Да? Естественно, я беру пятую спицу в работу, провязываю 3 петли вот этих с круговой спицы. 3, 2, 3. Провязали. Так, чулочную круговую я уже убираю, она мне больше не нужна, и продолжаю вязать вот эти 10 петель лицевыми. Повторюсь, потому что мы уже вяжем с вами основную вот эту часть слитка, она же лицевыми петлями вяжется, и провязываем остальные 10 петель, да, с первой нашей спицы, которую мы изначально провязывали. Провязали. Вот такая вот конструкция на данном этапе у меня получается. Вот я закончила здесь, и теперь я уже просто продолжу вязать мой следок, да, дальше на чулочных спицах. Вот здесь уже вяжете длину до закрытия, до мыска, той длины, которая вам необходима на ваш размер. У меня эта длина составляет от мыска до края именно пятки составляет 9,5 сантиметров. У вас эта длина может быть другой. Если вы вяжете на больший размер, нежели 36-37, соответственно, вот эту длину вы делаете больше. Если вам нужно немножечко на полразмерчика меньше, то тогда берите не 9,5, а, например, 9 или 8,5 сантиметров. То есть здесь регулируйте вот эту длину уже от вашего размера. Предлагаю сейчас провязать это расстояние за кадром, и встретимся с вами уже на формировании нашего мысочка в слитке. Я провязала длину стопы, вот эту часть, да, до формирования мыска, вот эту часть, вот она у меня. И теперь мы приступаем к формированию самого мыска. Нить у меня закончилась на ряду, который находится сверху, да, стопы, на верхней части, вот здесь. И уже с пятки мы начинаем формировать наш мысочек. Делать я это буду следующим образом. Провязываем с вами первую спицу. Первую петельку провязываем лицевой петлей. Провязали. Далее провязываем 2 вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Провязали и вяжем до конца нашей первой спицы все петли лицевыми, либо же, если вы выбрали какой-то рисунок, то, соответственно, вяжем его рисунком. Провязали первую спицу. Дальше вторая спица у нас идет в работу. Вяжем ее следующим образом. Вяжем наши петли все лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петель. Вот у нас остается 3 петли на спице. Теперь мы 2 петли провязываем за переднюю стенку одной петлей, да, лицевой, с наклоном вправо. Провязали.
И одну петлю провязываем, последнюю на этой спице лицевой. Провязали. Вторая спица закончена. Третья спица у нас идет в работу. Вяжем ее мы так же, как и первую. Первую петельку мы провязываем лицевой петлей. Дальше 2 петли вместе, одной лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. Оставшиеся петли до конца на этой спице, на третьей, мы вяжем лицевыми петлями. Провязали. Теперь у нас идет в работу 4-я спица. Мы ее вяжем так же, как и вторую. Провязываем петельки с нее лицевыми, не довязывая до конца 3 петель. Вот 3 петли у меня остается. Теперь мы 2 петли провязываем одной петлей лицевой с наклоном вправо. Последнюю петлю одной лицевой. И так мы продолжаем вязать, убавляя с каждой стороны по одной петле. На первой и на последней спице мы провязываем 2 вместе с наклоном влево, на второй и на третьей спице, да, получается, первая, вторая, третья, на 4-й, да, получается, мы провязываем 2 вместе с наклоном вправо. И так провязываем до конца, довязываем наш мысок, пока у нас на спицах не останется по 4 петли, да, не по 4, а по 2, да, с каждой стороны, на каждой спице. И в итоге у нас должно получиться с вами 8 петель не закрытыми. И вернемся, покажу, как я закрываю вот эту вот часть мысочка. Вот, смотрите, я довязала до момента, когда у меня на каждой из спиц осталось по 2 петли. Теперь я эту нить обрезаю свою той длины, чтобы мне хватило сместить петли, снять на иглу, да, и спрятать хвостик. Здесь длину немножко регулируйте, чтобы вам было удобно. Теперь мы эту нить вставляем в иголку. Вставили, так. И теперь с каждой спицы мы снимаем петли на нашу иглу и сбрасываем их на нить. Вот так, по 2 петельки с каждой спицы. В итоге у нас получается с вами осталось 8 петель. В принципе, можно бы было их, скажем так, провязать путем 2 вместе, да, и потом до момента 1 петли. Но мне нравится, когда закрытие получается именно таким. Здесь попробуйте поварьировать, да, как вам понравится больше. И с последней спицы мы тоже петельки наши сбрасываем. И вытягиваем ниточку полностью уже, да. Так, вот у меня здесь получается такая небольшая как бы дырочка. Мы нить затягиваем максимально плотно, при этом стараясь ее не порвать, да. Вот так это выглядит, вот так, да. И теперь нашу иглу заводим на изнаночную сторону. Методом прокола вставляю я вот сюда, видите, как у меня нить ложится в эту сторону немножко, да, и иглу я завожу вот здесь же. Выводим на изнаночную сторону, делаем узелочек и прячем кончики любым удобным для вас способом. И также в начале вот этот хвостик тоже прячете так, как вам удобно. Прячем хвостики и приступаем к нашей обвязке.
Для обвязки нам понадобится крючок, я это буду делать крючком, и в моем случае нить контрастного цвета. Да? Вы же можете при желании использовать нить основного цвета, такую, как вы вязали следок. Здесь уже по вашему желанию. Обвязку тоже можно варьировать. В моем же случае это ложный рачий шаг. И сейчас я покажу, как он вяжется. Повторюсь, обвязочку можно сделать абсолютно любой, какой нравится вам. Это несложно. Крючок мы просаживаем за обе дужки нашего следка, фиксируем нашу нить, продеваем петельку так. И вот здесь, чтобы зафиксировать хвостик, следующую петельку мы поднимем с 2 ниточками. Да? Подкручиваем, делаем следующий прокол в следующую дужку. Выводим нить. Так, теперь вот эти 2 петли, крючок мы огибаем вокруг, обогнули, делаем накид, захватываем петельку и протягиваем через наши 2 получившиеся петли, делаем петельку, фиксируем. Вот таким вот образом вяжется ложный рачий шаг. И таким образом, уже довязывая до конца ряда, вот этот хвостик, я его подвожу на изнаночную сторону, да, обвязка ложного рачьего шага делается по изнаночной внутренней стороне. И делаем дальше, давайте еще раз покажу, делаем прокол, выводим петлю. Получается у нас 2. Так, огибаем крючок вокруг, подхватываем нитку и выводим ниточку через наши получившиеся 2 петли вот здесь. Вот так. И таким образом продолжаем обвязывать до конца вокруг нашего следочка. Фиксируем нитку в конце и прячем хвостик любым удобным для вас способом. В итоге вот такие вот следочки у меня получились. Вяжутся они просто, быстро, справится даже начинающая рукодельница. Пряжа может быть у вас любой, номер спицы абсолютно тоже. С обвязкой вы тоже можете поиграть, посмотреть, какая вам больше понравится, подобрать ту, которая устроит именно вас. Что касается размеров, если у вас здесь полнота, например, больше, то, соответственно, меряете объем и считаете свою плотность вязания. Напомню, как посчитать плотность вязания вашего, ссылка будет внизу. Что касается длины стопы, да, все мы знаем, что ноги у всех разные. Здесь же, опять же таки, если вы вяжете стандартную пятку, когда довязали пятку, здесь уже замеряете в сантиметрах вот эта часть. Если вы вяжете на больший размер, вяжете длиннее до закрытия носка. Если вам нужно короче, соответственно, короче вяжете меньше. Не 9,5 сантиметров, как у меня, а меньше. В объеме то же самое. Если меньше, соответственно, тоже уменьшаете число петель. Здесь же можно добавить при желании какой-либо рисунок. В данном случае у меня они базовые, но на основе этих следков можно связать абсолютно любую модель таких следочков и поиграть с рисунками. А на сегодня у меня все. Я надеюсь, была для вас полезна. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Будет еще много интересных, полезных выпусков для вас. Спасибо за внимание и пока.